Привет, 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 песеры, с вами Морж, и сегодня хочу обсудить паки, которые выйдут у нас в понедельник. Да, Konami снова начала нам давать инфу немножечко наперед, вернее, не Konami начало, а игроки сами ковыряются в файлах игры, от Konami хрен такого дождешься. Хотя, по-моему, это самое простое, давать анонсы по поводу того, что будет выходить в дальнейшем, и это вызывало интерес к игре. Но это по нормальной логике. По логике Konami, сами понимаете, это работает не так, но спасибо. Есть игроки, которые копаются в файлах игры и рассказывают нам, какие селекции будут в дальнейшем. У нас в понедельник будет доступна селекция мадридского Реала. Вот такие вот 8 игроков в ней будут присутствовать, естественно, за золото, естественно, на это все дело можно потратить $300, а именно 300 голдишки, и здесь не могут вам выпасть одинаковые игроки. Хочу обратить ваше внимание, если у вас есть, допустим, обычный Бензема, то этот Бензема выпасть может, просто не может выпасть именно вот такая вот карточка. Ну а есть ли смысл все это дело вообще открывать, и что в это все заложила Konami, давайте разбираться, давайте смотреть. Я решил сравнить этих игроков с обычными карточками, которые можно купить. Поэтому погнали. Итак, первый у нас Камовинга. Обычная карточка у нас качается до 89. Эта карточка будет качаться до 91. Ну, хотя бы лучше, чем обычный, что хочется сказать. При этом Камовинга стоит всего лишь 43 тысячи ГП, и я думаю, ни для кого не станет проблема его просто купить и просто прокачать. Что у нас здесь по статам? Значит, у Камовинги фиолетовой карточки, да, селекции, чуть лучше реализация, но она как бы и там говно. Вот, хорошо, лучше игра головой, ладно, допустим, это может быть полезно. Немножечко лучше штрафные, но как бы, опять же, и там говно, 67-64. И чуть-чуть лучше подкрутка, которая и там говно. 71 и 67. При этом чуть лучше прыжок, чуть лучше корпус, хорошо, это полезные навыки, и немножечко лучше подкаты. Стоит ли ради этого тратить 100 золотишки? Ну, я, если честно, не знаю. В принципе, ладно, хорошо, корпус да, подкаты да, прыгучесть, игра головой да. Остальное, ну, такое себе. Зато этого качать, конечно, придется гораздо меньше. Идем дальше. Тут Родриго, правый нападающий, 92 будет иметь его на максимальной прокачке селекция и 91 обычная карта. Тоже немножечко лучше, чем, в общем-то, обычная карта. При этом он теряет единичку в контроле мяча, скорости дриблинга и удержании. Я считаю, что это не важно. Двоечка в скорости тоже особо немного. Двоечка в силе удара немного. Единичка в балансе и двоечка в выносливости. Но при этом он получает плюс 3 в пасе низом, пасе навесом и реализации. Плюс 6 игра головой, плюс 3 удары поворотом, плюс 3 подкрутка, плюс 2 ускорения, прыжок и корпус. Ну да, тут по плюс 6, ну как бы 66, 60, 60, 54, блин, ну оно говёное, ну оно не вывезет. И плюс 6 он получает во все защитные навыки. Нахрена правому нападающему защитные навыки? Ну, одному богу известно. Родриго, кстати, стоит всего лишь 64 тысячи, и здесь вариант как с Камовинго, его легче купить, как по мне. Далее Винисиус Джуниор. К сожалению, обычная карточка его не прогрузилась, но при этом, ребят, обычная карточка его качается до 94 максимального рейтинга, а, селекция до 93. И где здесь логика? Сами ищите, где здесь логика. Konami не про логику. Итак, значит, у селекции немножечко лучше умение атаковать, но при этом хуже контроль мяча, скорость дриблинга и удержание. Немножко лучше пас низом и пас навесом, но вот там, где единички, я даже считаю, что это даже рассматривать не имеет смысла. На 4 лучше игра головой. Тут 53, тут 57. Вам надо игра головой за Родриго. Ну, блин, понятно, что он и так хреново играет. При этом хуже скорость, при этом хуже сила удара, чуть-чуть лучше прыжок и корпус. Но, опять же, при таких показателях эти плюс 4 ни хрена не решат. Чуть лучше баланс тела, выносливость хуже. И, опять, добавлены статы в защиту для левого нападающего. Браво, Konami, вы молодцы. Вот раньше, блин, они когда делали команду недели, там у игроков мог новый навык появиться. Или новый стиль. Прикольно было. Не, новый стиль, по-моему, не появлялся, но новый навык мог появиться. Прикольно было. А здесь, мне кажется, что обычная карточка реально лучше, у него здесь лучше с дриблингом, лучше со скоростью, лучше с силой удара, а статы в защиту, ну нахрена не левому нападающему. Кстати, да, Джуниор стоит 260 тысяч, но это хотя бы дорогая карточка. Далее идем Вальверде. Что обычная карточка качается до 92, что селекция у нас будет качаться до 92. Селекция получила хороший ап в реализации, игре головой, ударом поворотом и подкрутке, но как бы статы тут не выдающиеся, мягко говоря. Лучше у него прыжок, лучше у него корпус, лучше у него немножечко баланс, но при этом слегка потерял в защите. Считаю, что эти карточки примерно равноценны, как бы
бы реализация у обоих херня полная, подкрутка игра головой аналогично у обоих херня полная, поэтому, в принципе, вот здесь вот обычная карточка более-менее соответствует той, что будет у нас в селекции. Вальверде, кстати, стоит 170 тысяч. Дальше Милитао, 93 на максимуме имеет обычная карточка и 92 имеет селекция, но при этом посмотрите, у обычной карточки сколько минусов. Обычная карточка лучше только в защитных параметрах, а в остальных он получает минус. Но нужны ли вам, центральному защитнику, умение атаковать, контроль мяча, скорость дриблинга и прочее, и прочее, и прочее? Или все-таки больше нужны защитные статы? Я бы больше топил за защитные. Милитао у нас тоже достаточно дорогая карточка, стоит она 170 тысяч, но я бы здесь предпочитал обычного. Куртуа, 95 имеет обычная карточка, 94 имеет селекция. И вот здесь вот реально ржака, посмотрите, селекция лучше в статах, которые нахер не нужны вратарю. Ну это идиотизм какой-то. Контроль мяча, пас низом, пас навесом, подкрутка, скорость, ускорение, и это все у вратаря. Ну глупо, просто максимально глупо. А благодаря тому, что у обычной карточки чуть лучше именно вратарские статы, она имеет, в общем-то, рейтинг выше. Но тут тоже, как вы видите, разница абсолютно небольшая, поэтому карточку Куртуа я тоже бы просто их ставил на один пьедестал, они равны, как по мне, то есть никакой разницы вы не почувствуете. Куртуа дорогая, кстати, карточка, 450 тысяч он стоит. Дальше у нас Лука Модрич, 92 имеет на максимуме его обычная карточка и 91 будет иметь карточка из селекции. Значит, у селекции лучше пас навесом, реализация, игра головой, штрафные и подкрутка, хуже скорость, хуже сила удара, немножко лучше прыжок и корпус, который как бы говно и там, и на порядок хуже он в защиту, поэтому я бы здесь выбирал, честно, обычную карточку. Пас навесом 86-89, он и так хорош, реализация 64-68, она и так хреновая, игра головой хреновая, штрафные хреновые, кстати, Модрич же вроде неплохо бьет штрафные. Подкрутка аналогичного, Модрич не часто будет выходить на ударные позиции, при этом чуть лучше скорость, чуть лучше сила удара у обычной карточки, и есть хоть какие-то статы в защиту, тут хоть какой-то плюс. Понятно, что Модрич это не тот игрок, который будет выгрызать тебе центр поля, тем не менее, я бы все-таки предпочел, чтобы в защиту центральный полузащитник умел. Модрич у нас стоит 200 тысяч, и мы переходим к последнему игроку. Возможно, обладателю золотого мяча в этом году. Конечно же, это Карим Бензема, обычная карточка 95, селекция 94. И селекция у нас лучше в пасе низом, пасе навесом, немножечко реализации и, посмотрите, потрясающими умения в защиту. У меня, честно, матерных слов уже не хватает. Конами, вот серьезно, вы апаете игроку умения в защиту, центральному нападающему. Логично, почему бы и нет, Бензема у нас дорогая карточка, стоит 490 тысяч, и само собой здесь бы я предпочитал обычную карточку. Тут лучше умение атаковать и контроль и скорость дриблинга. Да, немного, но тем не менее лучше. Немножечко лучше баланс, немножко лучше выносливость, и представляете, хуже статы в защиту, но нахер они нужны центральному нападающему. Вот такие вот 8 карт будут у нас доступны в понедельник, вот. В принципе, в Телеграме своем я еще утром опубликовал их, можешь подписаться, ссылка в описании, в закрепленном комментарии, там же ссылка на донат, если тебе нужен с российской карты. В общем, я думаю, разберешься. Ну, от тебя жду, скорее даже тут будет вопрос, не будешь ли ты открывать эти паки, или будешь, или не будешь. Не, такой вопрос задавать, мне кажется, достаточно глупо. Я бы хотел вам задать общий вопрос. Как вы считаете, вот реально выпускать вот такие вот карточки, которые чаще всего еще и хуже, чем обычные, в чем смысл? Вот просто я хочу, может быть, хоть один человек мне сможет объяснить, в чем действительно смысл для Konami. Возможно, да, новичкам, у которых нет ГП, и они только начали, такие карточки пригодятся. Но сейчас в основном в игру играют старики, к сожалению, новичков практически нет. Ладно. Обзор селекции я сделал, сравнение я сделал, ваше мнение в комментариях. На этом, ребят, прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.